Привет, это Тритон Детейл. Это лучшая работа, что я видел в жизни. Тут занято. Да, бриллианты. Когда уже здесь будет тепло уже? На Мазде поедем домой. Жестко, холодно. Будет интересно и много всего веселого. Бомба. Я за пулемет сяду вот так. Уже 14 января и начинаем год мы с того, что мы хотим переехать в нормальный офис. Чисто, чтобы девочки сидели, работали, не занимали места у клиентов. И мы, в принципе, смогли где-то собираться, общаться, весело проводить время. Че, пойдем, короче, посмотрим, сразу порешаем, денег так дадим, и все, и на Мазе все, поедем домой. На Мазде. На Мазде поедем домой. Не, на Мазде не поедем. Ты докурил, не? А теперь? А сейчас? Да пойдем. Тебе по твоей части самой смотреть пойдут просто. А мебель где? Хорошо. Какое окно? Так, ну чего? Мне все понятно. Тебе все понятно? Мне все понятно. Здесь, Телеграм. короче, Давайте мы зашел, сразу здесь в так, продолжение. Так, хорошо, туда поставим. Всем привет, меня зовут Илья, и мы находимся в студии Тритон Детейл. Да, это наше логово, наша база, откуда мы делаем контент. И сегодня с нами вот такой шикарный Zikr 9X. У меня много секретов, братья. Ты хочешь связь, ты спятил. Сейчас снег должен здесь посыпаться. Сюда потребуется целых 2 рулона пленки, и будем его клеивать в броню. Исключительно прозрачную бронепленку. Цвет у него шикарный, хороший, и переделывать его, я тоже считаю, будет абсолютно неуместно. В чем сложности работы с данным автомобилем? Давайте посмотрим поподробнее. Давай уже, да? Что мы будем делать перед тем, как начнем ее клеивать? В первую очередь поставим в сервисный режим и отключим батареи, которые находятся там в полу, внизу всего автомобиля. Далее мы отключаем вот под тем сиденьем, под тем пассажирским местом батарея аккумуляторная, ее отключаем. И уже под капотом отключаем петлю, которая питает непосредственно всю систему. Но перед этим надо будет открыть всю машину, чтобы был доступ. И чтобы вот эти механизмы, машина, так как электрическая, все двери открываются с кнопки, закрываются с кнопки. Когда мы отключим батарею, вот этой функции не будет. Поэтому перед тем, как оклеивать, мы ее всю открываем, отключаем батареи и приступаем к работе. Это правило безопасности с данным автомобилем. Чтобы не появились ошибки, не записались они в систему. Да, можно еще запитаться от сети, но специалисты рекомендуют полностью его обестачивать автомобиль. Потом подключаем в обратном порядке, нажимаем кнопку Drive, машина просыпается, и все будет с ней хорошо. И посмотрите, какие зазоры. Ну, просто минимальные. Реально премиальный автомобиль стал. Ну, здесь, конечно, немножечко такой он великоват, но вот бампер с крылом стыкуется просто идеально. Мы, наверное, здесь не откроем. Здесь нет кнопки. Не, есть кнопка. Бля, ты посмотри. Я парковался, если что. Сейчас у меня просто где-то ёкнуло там. Но реально чуть не расхерачили об стену крышку багажника. Кто так паркуется? Что за люди? А, вот туалет сюда. Ой, тут занято. А, нормально, извините. Все нормально? Да, мы просто, ходим парой. Да, вот все сюда. Вот. Это для инвалидов, наверное. Ну да. Инвалиды же тоже снимаются. Черный юмор пошел. Вот тебе камера хранения. Головы хранить. Ты меня нервируешь. Я бесконечно снимаю. Очень вкусный кофе здесь. Пробовал? Тебе, я вот это возьму за 10 рублей, нормально? Лез, тебя угостить? По метражу. Ну, это я так, на всякий случай. Вдруг нам понадобится. Да? Да, он побольше на метр. Сейчас я... Опять ты мне в глаз прямо камеру засунул. 36 тысяч. Слушай, это олицетворение депрессии просто. Вот если бы депрессия выглядела как недвижимость, вот это было бы оно.
Но они же ремонт сделают. Я знаю, как они делают этот ремонт. Мы такое делали сколько раз? 5? Мы лучше делали. 6, вон после работы, пожалуйста. Хоть 6, хоть стрип, все, что хочешь. 38, жаль на 12. Всего лишь 456 там- тысяч в год за какую-то хероту. Вот честное слово. А других вариантов вообще нет? Ну там еще печальнее все. Дается. Да что ж ты мне выдрал последний волос? Что? Последний волос. Очень холодно. Холодно? Во время новогодних праздников все выезжали, въезжали, сломали ворота целых 5 раз. И выстудили всю систему. Торговый центр не справляется, не может дать все тепло. И у нас здесь сейчас порядка -1, -3 градуса. Ребята болеют? Да, очень сильно болеют. Проходит холодный воздух вон с того вот арки. Оттуда проходит сюда. А здесь у нас находится сухая зона, где уже дорабатывается автомобиль. Но она вообще уже сейчас не сухая, потому что ни разу не тепло, Да. и очень холодно. И вот мы сейчас пишем письма мелким почерком в администрацию, чтобы нам вернули тепло. Но пока ситуация не изменилась. Мы добьемся, да, тепла. Да, но нам повезло, у нас вот эти помещения, где работают девочки, где ждут гости, где работаем над автомобилями по оклейке, там у нас кондиционеры, там обогрев, там все хорошо. Там рабочая зона позволяет трудиться. Да, там достаточно тепло. Вот. А ребята, которые здесь, да, они, конечно, страдают. И все январские праздники была примерно такая обстановка. И, к сожалению, вот сегодняшних дней нельзя никак решить было. Ну вот надеемся, что уж завтра будет потеплее, да? Эти буквы, они припаяны. Их нельзя снять. Это струной не снимается нагреванием. Это только распаиванием этих букв придется заниматься. И арматурные работы здесь занимают, во-первых, очень длительный период времени, а во-вторых, дорогостоящий. Но ты посмотри на вот эту строчку, какая она, хрусталики. Ты посмотри, как красиво сделали. Молодцы, вот реально, да? Вот. Это прям очень опасно, да? Но нам в очередной раз очень жестко повезло. Мы копим на поездку в Китай. До конца февраля все машины, которые идут на оклейку, 10% с чеком мы откладываем в нашу копилочку, чтобы полететь командой в Китай. На сегодняшний день накоплена вот такая сумма. 500 тысяч рублей. И эти деньги пойдут полностью на поездку в Китай. Возможно, поедут не все те, с кем мы хотели и планировали, потому что ребята какие-то отвалились у нас со временем. Новые еще не заслужили, но эти накопленные деньги мы потратим как минимум на товар из Китая, привезем его и будем клеить машины уже с новыми продуктами. Потому что помимо таких хороших автомобилей, ну реально автомобиль хороший, достойный, серьезный. Я бы сам на таком ездил, не будь он таких сумасшедших денег. Не будь он не стоя, я бы на таком автомобиле тоже покатался, но у меня нет столько денег, потому что мы копим на Китай. С этого автомобиля нам падает 35 тысяч рублей в копилку. Это еще плюс вот сейчас звук такой бабум. Копилки 535 тысяч рублей. Мне кажется, год начался очень хорошо. Пока мы все отдыхали, пока мы все гуляли, все тусили, кто-то выпивал, кто-то ел. Я вот, например, пловчик готовил. И пока все вот это дело делали, ребятки работали полный вперед. Иду по памяти без навигатора. Взорвали с братом, оставили катеры. Сумки полны, но мы не инкассаторы. Лягу на дол где-то в зоне экватора. Векторы заданы, шевели задом. Супер, что ли скажешь? Думаешь? Нашего арматурщика Виктора ищет ФСБ и Интерпол. Поэтому мы его лицо не будем показывать, чтобы его не нашли. Первым делом мы освободили вот отсюда от пластика полностью подкапотное пространство. Чтобы была возможность сделать подвороты на крыльях. Далее будет сниматься передний бампер. Вот эти все подкрылки снимем. Зеркала и ручки. Все это навесное оборудование придется демонтировать, потому что дверь целиковая. Ладно, с ручкой все понятно. Зеркало заходит на дверь. Как у всех автомобилей, впрочем, это нормальная история. Так что придется зеркало снять. Мой кофеечек заканчивается, а это значит пора ехать домой. Хотя нет. Да, я поехал домой, а Саня остается за главным, он будет все снимать, а я потом пересмотрю. Где дирижабль в облаках, туда, где я на твоих руках, где я на твоих руках, где я на твоих руках, где я на твоих руках. Борисович, добрый день. Привет. Все борода все гуще. Так, настроение все лучше. Морозом готовимся. Короче, вот эти штуки мы сделали на 3D принтере.
напечатали. Это для турбосушки сушить. Вот турбосушку, все. Пошел, сушишь машину, повернул так, сушишь. Удобно? Удобно. Раньше без этой насадки приходилось сушить вот так. Очень неудобно руке. А мы сделали вот такую приспособу. Но проблема, так как мы стали часто пользоваться, проблема, вот они начали здесь трескаться, ломаться. Я понял. Я в чем хочу? Вот такие напечатать под эти. А второй момент, я хочу целиком ее напечатать. Вот. И было бы намного вот эффективнее, да, чтобы это вся цельная часть цельная была. конструкция была, и все, и она пошла. Крутить единственный момент, что, ну, можно, нет. Руку можно развернуть как ну, бы. да, повернуть. Вот, ну, надо вот в таком положении, если что, продул так продул. Я думаю, что да, что смогу, из того, что у нас Найди, есть. пожалуйста, мы закажем, сделаем еще на 3D принтере, напечатаем. Ты не так, сына, ты не вездеход. Чемодан для путешествий. Уже куплен. Лет 10 назад. И знаете, куда мы едем? Мы едем на наш маленький новый мини-офис. Не специально для девочек. Они сидят постоянно в Керенской и пытаются работать. Еще я там буду. Еще и ты там будешь, да. Кстати, тебя уже в пропуск внесли. Короче, у нас будет небольшой маленький офис рядом с центром города, практически с видом на Неву и мост Александра Невского. Ну, им будет кайфово посидеть, поработать. Их никто не будет отвлекать. Ну и мы освободим места для клиентов. Вот такая вот штука. На всех не хватит хорошо, на всех не хватит этого. Случай в пляске антишок, не отработаешь шалва. Пришел урвать себе кусок, да только кончилась лафа. На всех не хватит паспортов. Это теперь наша новая мини-база. Мини-база для девчонок, где они будут сидеть, вести свои там вот эти бухгалтерские дела, вот это печатать с умным видом на клавиатуре. Поздравляем нас с микропереездом, потому что это микропомещение. Ну ладно, смотри, какие хорошие панорамные окна, да шикарно. А знали бы, какая цена. Фу, вообще сказка. Но все равно сюда хочется вернуться, знаешь, вот сюда. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу быть красивым. Так, чего? У нас вот такая короче, у нас хорошо начался год. Я вот что могу сказать. Мне очень это нравится, потому что у нас зашел Зикер 009. Ребята его доделывают. Сейчас они бампера уже такие вставочки небольшие доделывают. Короче, по мелочи осталось. Далее у нас сразу же залетела Шкода. Тоже на оклейку. Человек, кто купил машину, говорит, еду ставить на учет, он даже еще без номеров или потому что их сняли. Там что-то тонировку делают. Вот полоса на крышу, стоечки, зеркала, капот и крылья. Бомба. Ну и бампер. Получилось в общей сложности здесь на 110 тысяч рублей. Копилки 546 тысяч рублей. Это не я, если что. Я не фанат BMW. Я? Это мне подарили на день рождения, потому что у меня две машины BMW, ну, а, видимо, я настолько сильно всем запомнился. Подожди, у меня был E90, F15, нет, F30, сейчас F15, и еще есть G20. О, сколько машин я назвал, ужас, сам аж запутался. Ну что вы, детвора, ёпта, как тут дела тут обстоят? Давайте быстренько снимаем контент. Кто? Что? Где пленка? Как пленку клеят сюда? Как пленку? Заберите у меня петлю вообще. Я чё? Здравствуйте, это наш новый полировщик, я тебе прикреплю. Да. Ага. Ты вот, Андрей, вот, расскажи, ты что здесь делаешь? работаю, пришел сюда неделю назад. А чего так долго полируешь? Я бы уже закончил на твоем месте. Я качественно стараюсь это делать. В чем особенность работы с данным автомобилем, ну или вообще в принципе в полировках? Что ты в них смыслишь? Зачем ты ее всю в скотч заклеил? Для того, чтобы потом не мучиться и не отмывать пластик от самой пасты, да. Видела, да? Казахи пошутили над Киркоровым. Над Киркоровым пошутили, что если ему жопу проткнуть, он будет так... Единственная моя. Серьезно? Он же жопу себе накачал. Да ладно. Ну, силиконовую попу поставил, да. Надо посмотреть. Красавчик. Единственный. Пресс не сделай. То жопу накачает. Вообще молодец. Дань, привет. Привет. Ты будешь передавать привет? Уже напередавал. Что тебе уже? Пиздюлей дают? Даю привет всем.
Ага, всем. Все, передал? Да. Спасибо. Давай, передай привет, расскажи про Новый год, что-нибудь, дай какую-нибудь вводную информацию, что у нас произошло. Быстро, в 2 словах. У нас произошел Новый год. А у вас? Шикарно. Пойдем. Охуенно, да? Вот так и работаем. Вот моя команда, да? Расскажи, что делаешь? Я? Гладишь коврик? Нет. А нахуй ты так делаешь? У тебя руки лишние. Да постой ты. Не лишние, а почему не лишние? А что ты руками все делаешь? А чем? Щеточкой прошел. Да, Сейчас щеточкой. воздухом продую, и будет все хорошо. Ты от нас бегаешь, мы решили прийти за тобой. Давай, рассказывай, что хотела рассказать. Вот Саня, оператор, он с тобой здоровается. Привет. О, херово у вас контент, вы делаете чушь, и говорит, я лучше могу. Не, ну я так не говорила. Там надо просто добавить какие-нибудь переходы, скорее всего. Более такие, ну, молодежные, скажем так. Черный как смола, девятка черная, как место дула черного ствола, как стены моего подъезда, паутины купола, где-то в поисках смеси. Это у нас Volkswagen Tayron 330 TSI. Понял? Вот эти иероглифы. А что тут написано? Вы же знаете, наверное, китайский. Я думаю, TSI Tayron 330. Я тоже так думал. Здесь мы оклеиваем чего? Передний бампер, фары, крылья, капот, стойки, полоса на крышу и передние двери. Задние часть под ручками и зону погрузки. С этой машины у нас падает у нас здесь падает 14 900. Сюда. Копилки 561 тысяча рублей. Наконец-то деньги посыпались. Как мне нравится январь. Январь очень хороший месяц. Правильное решение люди делают. Покупают машины и сразу везут к нам. Ну и, конечно, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Ребят, нам очень важны ваши комментарии. Не забывайте это делать почаще. Вам хорошего просмотра. Ну а мы пойдем клеить машины дальше. Сейчас у нас 23 января. Прошло ровно 11 дней, как мы получили эту машину. И она полностью готова. Ты говорила, едем мы послушаем пластинки, но ты оседлала меня даже без разминки. Не смотри в мои глаза, они были залиты. Мы оба знаем, что мы тут с тобой не половинки. Ну как полностью? Опять начинается вот эта вот история, потому что мы сейчас должны еще мелкие штришки доделать. Во-первых, колеса не почернили, пороги не протерли, по стеклам пройтись. Но мы это сейчас доделаем. Самое главное, что машина полностью оклеена. Машина отстоялась уже 3 дня. Мы увидели бы, если были бы дефекты. Пленка идеально лежит. Загибы все стоят. Нигде ничего не отскакивает. Клей нигде не проступает. Рез нигде не потрескался. Мне все очень нравится. Я бы сам такую работу принял. Ребята, мастера наши постарались на славу. Ну, тут ничего не сказать. Это все было разобрано. Все было промыто, все было вычищено. Вся грязь была убрана. И ни соринки, ни пылинки, ни волосюшечки, ничего не лежит под пленкой. Это здорово. Сейчас по паркингу чуть-чуть прокатился, переставляя машину. Интересные, да? Интересные китайские автомобили, они имеют какую-то свою особенность. Ну, я не знаю, в частности, вот эти зикеры. Вкусный аромат, хорошо дует печка и такая интересная у нее управляемость. Наверное, если бы я прокатился день по городу, я бы больше дал экспертных заключений, но дай бог, когда-нибудь, может, куплю в качестве игрушки себе такую машину. Кроме синего салона. Синий салон мне как-то не очень нравится. Но на вкус и цвет товарищей нет. Машина готова, вы ее уже осмотрели? Да. Что можете сказать по автомобилю? Отлично клеили, нет вообще не к чему придраться. Как бы я с фонарем прошел, посмотрел каждый стык. Хочу сказать, качеством удивлен. Последние моменты, когда забирал машину оклеенную, это было у дилера, и там как бы вообще все было ужасно. Здесь как бы хочу сказать выразить отдельный респект за качество. Очень рад и доволен. Да, спасибо большое за обратную связь. Мы в любом случае постарались. Более того, мы сделали все в срок. Да. Да, как я и говорил, гарантия у нас на работы 3 года, на пленку 7 лет. Через неделю, пожалуйста, приезжайте на контрольный осмотр, но я думаю, что проблем никаких не возникнет. От себя могу сказать, что я тоже видел много проектов по оклейке. Zikr 9X – это машина новая, еще на рынке она буквально свежая, мало кто их оклеивал. Наши ребята справились идеально. Такого качества в такие сроки я пока что еще не видел, поэтому браво. Спасибо огромное. Кирилл, вам спасибо за доверие. Спасибо большое. Да, спасибо огромное.
Как знаешь, как в рекламном ролике старом. Все по это. Добрый день, мы оклеили вашу машину, мы готовы. Это лучшая работа, что я видел в жизни. Лучшая работа в мире. Ладно. Да все, Сань, ну хватит, правда. Да, мы все ждем.